Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас пятница, 29 июля, выпуск промежуточный, он же экстренный, потому что война. Это последний промежуточный выпуск в этом месяце. В воскресенье выйдут наши итоги недели с Сергеем Жирновым. А со следующей недели мы будем делать по 2 промежуточных выпуска, будем уже выходить на большее количество эфиров. Начинается политический сезон с сентября, и давайте готовиться к политическому сезону, давайте больше будем ознакомливаться с теми событиями, которые происходят. Мы будем стараться больше вас информировать, чаще выходить в эфир, и я надеюсь, что новости у нас будут в том числе и радостные. Есть предпосылки, и будем с удовольствием видеть и слышать вас. Скажите, пожалуйста, в комментариях, насколько вам интересны наши выпуски, и поддержите нас лайком, если считаете, что мы движемся в правильном направлении. Я хочу попросить прощения за то, что на этой неделе не смог выйти раньше. Слишком много дел. Мы работаем для вас. Я думаю, вы об этом не забываете. И мы делаем все возможное для того, чтобы режим Путина, президента России Владимира Путина, пал как можно быстрее. Чтобы он исчез и унес с собой все те горе и несчастья, которые он, к огромному сожалению, принес гражданам России, гражданам Украины, да, и гражданам очень-очень многих стран. Так, теперь давайте к событиям этой недели. На этой неделе мы обсуждали у нас в телеграм-канале, был день рождения у первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко. Ему 60 лет. Многие почему-то считают его возможным преемником. Это глупость. Конечно, Кириенко никогда не будет преемником. Кириенко слишком мелкая фигура. Да, Кириенко, будучи премьер-министром, помог Путину, скажем так, был не против того, чтобы Путин стал директором ФСБ, содействовал этому по мере своих возможностей, не сильно усердствовал, но и в то же время не препятствовал. Был в целом за, скажем так. Путин ценит такие шаги. Путин был признателен Кириенко, опять-таки мы с вами уже неоднократно обсуждали о том, что Путин умеет быть признательным, и тех людей, которых он считает достойными этого, он, конечно, поднимает, дарит огромное количество всяких благ с государственного бюджета России, разворовывает ваши деньги. Уважаемые зрители и слушатели, граждане России, у нас среди наших слушателей примерно 80% граждан России, поэтому довольно большая аудитория, и я обращаюсь к вам. Кириенко один из тех людей, которые питаются с бюджета. Его нельзя назвать, понимаете, его нельзя назвать другом Путина, его нельзя назвать человеком близким к президенту настолько, чтобы это было слишком доверительно, давайте скажем так. Есть Ковальчук, которому президент доверяет, не просто доверяет, которому прислушивается, и мнение которого важно для Путина. Есть, скажем, Чемезов, который, возможно, не на первом месте, как Ковальчук, но тоже занимает, второе место, скажем так. И Путин тоже прислушивается и уважает его. К Кириенко Путин не то чтобы прислушивается, он ценит мнение Кириенко по нескольким вопросам. Не по всему спектру вопросов, по несколько. Ему нравится подача информации, как Кириенко подает информацию Путину. И Путину нравится интерпретация некоторых событий, которые делает Кириенко в докладах. В целом Кириенко интересен Путину, но не настолько, чтобы стать наследником, безусловно. Во-первых, Путин антисемит, не настолько ярый, чтобы это было демонстративно, но в то же время в достаточной степени, чтобы не дать возможности Кириенко
еврею с украинской фамилией. Это такое, как заметил сам Путин, интересная комбо. Э, И нет, конечно, Кириенко не будет преемником. Преемником уже фактически по решению Путина назначен, скажем так. Дмитрий Патрушев — это старший сын Николая Патрушева. Сейчас он министр сельского хозяйства Российской Федерации. Звезд неба не хватает. Человек средних способностей и очень среднего ума. Но все понимают, что за ним будет стоять папа, наставлять его на путь истины, и с уходом отца он, возможно, как надеются, да, современное российское руководство, что с уходом отца он все же потянет, сможет взять на себя ответственность за российскую действительность. Тут всплывает аналогия президента Азербайджана. Э, я хочу напомнить, что у современного президента Азербайджана Алиева папа был президентом, и Ильхам Алиев тоже стал президентом вслед за своим отцом. Здесь немножко другая ситуация. Патрушев Николай никогда не был президентом, но был на вторых ролях в государстве всегда. Пока Путин был у власти, немногие это знают, но практически все время Патрушев действительно был на вторых ролях. Нельзя сказать, что он один был на вторых ролях, это тоже правда, но никогда Николая Платоновича не отодвигали на третьи роли. Довольно влиятельный человек, он абсолютно не самостоятельная фигура, не потянул бы, я думаю, власть в России, не готов он был перехватить власть у Путина, он преданный пес Путина, это правда. Не такой, он не преданный пехотинец, как представляет себя президент Чечни, но Патрушев действительно преданный пес, так и есть у Владимира Путина. Он никогда не пойдет против своего хозяина, поэтому Путин, в принципе, без лишних осторожностей готов сделать Дмитрия Патрушева, сына Николая Патрушева, преемником, зная, что Патрушев не подлый по отношению к нему и не будет участвовать в переворотах, хотя, конечно, мог бы. Посмотрим, чем все обернется. Мы уже рассказывали о том, что готовятся чистки в силовых структурах, которые будут перед восхождением Патрушева-младшего на престол. Также в конце этого года Путин объявит должен объявить, это есть в планах, о досрочных президентских выборах, в которых сам не будет принимать участие. Он останется у власти до конца жизни, будет, неважно кем, верховным правителем, сверхверховным правителем, неважно как будет называться должность, он будет у власти. Номинальным президентом будет Патрушев, управлять будут пока Путин с Патрушевым старшим, потом, когда Путин будет совсем плохо, это идет, по крайней мере, не будет у него возможности появляться на людях и демонстрировать свое плохое состояние, будет постепенно переходить, скажем так, внимание на Патрушева-младшего, за которым, естественно, будет стоять Патрушев-старший. Как только Путин скончается, вся власть в стране официально перейдет к Патрушеву-младшему. Соответственно, с Патрушевым-старшим за спиной, как опытный советник, если, конечно, сын не обернется против своего отца, этого мы на сегодняшний день знать не можем. Так, этот вопрос обсудили. Сразу как бы две немаленькие темы. Да, мы будем теперь каждую неделю рассказывать, постараемся, по крайней мере, делать пост о том или ином человеке в российском руководстве. Будем ознакомливать вас с перспективами этого человека во время транзита и после намеченного транзита. По крайней мере, то, какие амбиции и какие перспективы у этого человека в тех рамках, которые обозначены на сегодняшний день президентом России Владимиром Путиным. Многим не нравится, когда я говорю президент России Владимир Путин. Я вас прекрасно понимаю, но, к сожалению, Путин действительно президент, и это лишь констатация факта.
Провал работы российских спецслужб и в целом российского руководства на международной арене. Засветили агентуру свою, участвовали российское руководство. Была спецоперация так называемая. Опять-таки, давайте все говорить так называемое, потому что то, что Путин считает спецоперацией, в реальности никакой спецоперацией не является. В реальности является фарсом, который, ну, сейчас будут подробности, вместе с вами и посмеемся. Там просто смешная история, когда дергали за ниточки российское руководство, пытаясь развалить коалицию правящую в Италии. И сейчас все это всплывает. Сейчас все усилия российского руководства, все чаяния президента России Владимира Путина идут на смарку. Если всплывут подробности, сделаем все возможное для того, чтобы они всплыли. Если всплывут возможности извиняюсь, если всплывут подробности встречи российского представителя российского руководства с представителем Лиги Севера, переговоры, которые были проведены для того, чтобы развалить правящую коалицию в Италии. Это, конечно, будет крупнейший удар по позициям российского руководства и по их агентуре в Европе. После этого ни один вменяемый человек, являющийся агентом влияния российского руководства, ну или симпатики российского, давайте говорить так более плавно, симпатики российского руководства, которые зависимы от российских спецслужб в той или иной степени, от российских денег, от своего идиотизма. Есть и такие люди, полезные идиоты, которые искренне разделяют позиции российского руководства. Так вот, после вот этого скандала ни один меняемый человек, по крайней мере, в ближайшее время, не захочет иметь дело со своими кураторами и не будет выполнять никаких заданий, не будет идти навстречу, потому что понимает, что сейчас все может всплыть. Информация о общении с даже представителями российского руководства может быть обнародована, и это чревато карьерой прежде всего, ну и, конечно, никакой власти после этого, никаком походе во власть после этого не может быть и речи. Это даст обратный эффект. Посмотрим, как будут развиваться события. Мне почему-то видится, что при обнародовании должного количества информации планы Путина можно считать похеренными. Извините за выражение, но так оно и есть. Это, несомненно, радостная новость. Во время войны нам важны поражения президента России Владимира Путина, нам важны поражения его режима. И мы идем как раз к тотальному падению режима президента России Владимира Путина. Так, теперь давайте перейдем к еще одной теме. Опять-таки, на международной арене Путин пытается выторговать у Эрдогана небольшие уступки, сливает Армению. Да, сливает абсолютно позиции по Армении. Готов, по крайней мере, к этому и готов предлагать разные уступки Эрдогану. Он видит дрейф Армении в западном направлении, переговоры с США, которое ведет армянское руководство, и Путин, искренне ненавидящий Пашиняна, премьер-министра Армении, искренне, еще раз подчеркиваю, ненавидящий, считает Пашиняна выскочкой, который вошел во власть на волне мягкой бархатной революции. И революционеров он, безусловно, ненавидит. Революционеров он готов уничтожать, презирать и так далее и тому подобное. В общем, готов слить и сам сливаться с армянской повестки. Извиняюсь, но это прямо. Еще есть некоторые вещи, которые мы опять-таки обсуждали у нас в телеграм-канале, которые он готов пожертвовать. Посмотрим, как будут проходить переговоры и чем все закончится. Так, по повестке. В принципе, мы с вами обязательно услышимся и увидимся уже в воскресенье в итогах недели с Сергеем Жирновым. Поэтому давайте, наверное, на сегодня все. Не буду вас утомлять. А со следующей недели
во вторник и в пятницу у нас будут выходить 2 промежуточных выпуска. Э, Давайте сделаем, наверное, их не очень долгими, там минут по 15, по 20. И большой выпуск итоговый с Сергеем Жирновым. Еще раз повторяю, впереди большой политический сезон. Еще раз подчеркиваю, большой политический сезон. Посмотрим, как будет развиваться ситуация на фронте. От этого тоже очень многое зависит. Еще раз повторяю, нам важен крах президента России Владимира Путина и его власти. Уверен, что как только режим Владимира Путина канет в лету, Россия получит шанс жить свободно, жить независимо, жить со светлой и радостной перспективой. Россияне этого достойны. Россияне, которые желают мира, которые желают добра и близким народам, которые проживают по соседству с Россией, ну и своим непосредственно своим близким у нас в стране. И я уверен, что все будет хорошо. Так, мы вас любим, это искренне. Я думаю, вы об этом помните. Если есть желание нам помочь, ставьте лайк этому видео. Есть подписка на наш Patreon. Я надеюсь, что мы сможем нашим патреонам сбрасывать первым ролики. Посмотрим. Опять-таки у нас очень плотный график. Надо выделить специальное время для того, чтобы заниматься YouTube проектом. Также вы нам можете помочь, если подпишетесь на спонсирование этого канала в YouTube. И есть наши криптовалютные кошельки. Не забывайте, победа близко. Мы работаем для вас. Увидимся, услышимся. Всего доброго. До свидания.